Раскрытие истинной силы Хакури. Объяснение, почему раньше его считали самым слабым в клане Сазанами. Тихира в шоке от того, в кого превратился его товарищ. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую мангу Манхву Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава начинается с небольшого флешбека, где Сиба объяснил Хакури, как он может овладеть своей магией. Для того, чтобы он смог стать магом, ему нужно было пройти несколько этапов. Самое первое в этом деле — это ощущение и контроль духовной энергии, а после ее распределения циркуляции по телу можно будет использовать духовную энергию для высвобождения собственной магии. Эта магия, по словам Сиба, является врожденной и изначально заложена в теле человека. Так что как только Хакури ощутит и запомнит это чувство высвобождения духовной энергии, он сможет научиться управлять своей магией, впоследствии полностью раскрывая ее возможности. К тому же Сиба подметил, что младший сын Сазанами уже достиг циркуляции духовной энергии, а значит ему осталось только осознать то чувство, при котором у него получится высвобождать свою магию. После чего мы переходим в настоящее, в момент, когда Хакури полностью концентрируется на манипуляции духовной энергии, и с этим здесь начинают появляться инструменты, которыми Соя пытался своего брата. Перемещенные предметы дали Хакури осознание того, что в его теле сокрыта не только магия Исоу, но и еще одна. И да, ребят, как я и предполагал в прошлом ролике, Хакури действительно унаследовал магию прародителя клана Сазанами, ведь те инструменты, пропавшие по неизвестным причинам, неосознанно были перемещены в собственное пространственное хранилище Хакури. Соя был просто поражен, что тот, кого они все время считали слабым, в итоге унаследовал силу первого главы их клана. Колдовство, с помощью которого можно создать пространственное хранилище. Это было настолько уникально в мире магов, что эту силу никак нельзя было передать по наследству. И именно поэтому клан Сазанами проводил особую церемонию, передавая право на управление хранилищем от одного главы к другому. Своим же следующим преемником Кьора выбрал Сою, имеющего все предрасположенности к тому, чтобы совладать с управлением пространственным хранилищем. В отличие от Тенри, у которого была развита более боевая магия. Однако за получение такой силы Сое придется заплатить собственной магией, ведь изначально человек может обладать только одним видом магии. То есть с получением силы управления пространством он теряет возможность использовать Исоу, кроме базовых техник и барьерной магии. Вот только все это не касалось настоящих гениев, каким был их первый патриарх, обладающий двумя типами магии. Кьора был уверен, что когда-то наступит тот день, когда кто-то родится с силой первого прародителя. И этот момент настал, ибо Хакури унаследовал обе магии первого патриарха, Исоу и собственное пространственное хранилище. Осознавая всю патовость ситуации, что такому слабаку досталась настолько уникальная сила, Соя пришел в неистовство и с невероятной силой атаковал Хакури. Старший не понимал, почему его брат, будучи настолько израненным, все еще продолжает сражаться и никак не может просто умереть. Хакури попытался вырваться из его захвата, но Соя не сбавлял силы, продолжая давить на него с намерением окончательно прикончить. Хакури уже буквально терял сознание, но вспоминая самоотверженность Тихира, который продолжал сражаться несмотря ни на что, поэтому сдаться на полпути было непозволительно. Его решимость сейчас зашкаливала, он не мог позволить, чтобы Ракудзеичи, разрушивший жизни множество людей, продолжал существовать. Поэтому, взводясь на ноги, Хакури намеревался закончить все это. К тому же, осознав свою силу, к нему дошло, почему он раньше не мог использовать Исоу, а если и получалось, то он был очень слабым. А было все это как раз таки из-за силы первого патриарха. Хакури неосознанно все это время тратил свою духовную энергию на поддержание и управление пространственным хранилищем, не оставляя ничего для Исоу. Но теперь, когда он осознал свою силу, Хакури направил всю духовную энергию на магию Исоу, атакуя им Сою. Затем действие переходит к сражению Ракухира против Тенри, который был поражен
скорости сильнейшего мага отряда Тоу. И чтобы парировать его атаки, слабого Юи или Мэй было недостаточно. Поэтому Тихира использует последние крупицы силы катаны, чтобы активировать полноценную молнию, достигая предельной скорости, опережая своего оппонента. И в момент контратаки противника главный герой успевает сманеврировать и отсечь ему руки, после чего он тут же направил вторую катану, чтобы отсечь врагу голову. Но буквально в этот же момент тело Тенри начало разрываться на куски из-за того, что время действия камня Детент закончилось. И смотря на его ужасную кончину, Тихира стало жаль своего противника, ведь он не успел подарить ему достойную смерть. И, честно сказать, даже мне стало жаль ГГ, ибо он лично знал, что значит быть узником своей семьи, но ему не удалось подарить ему безболезненную смерть. Вот только тут в эту комнату заходит Хакури, и вы только посмотрите, как сильно повлияла эта битва на основных персонажей. Ракухира был полностью опустошенным из-за того, что ему не удалось защитить свои идеалы, а вот Хакури в свою очередь стал невозмутимым, готовым пойти на все, даже уничтожить свою семью, если это в конечном итоге приведет к концу Ракудзаичи. Глава просто невероятная. Теперь мне больше всего хочется увидеть реакцию отца Хакури на то, что его сын, которого он считал слабым, в итоге оказался обладателем силы прародителя. Ведь именно по собственной вине они не заметили его способностей и настроили Хакури против самих же себя. Что же, будем тогда ожидать следующую главу Кагурабачи. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.